Книга 12. Тао. Путь Вознесения. Война красных и белых ложных богов. Падение ледяных щитов. Изначально, физическая форма не предназначалась участвовать в войне. Форма разрабатывалась, чтобы быть заселенной душой в состоянии почитания. Кроме того, изначальный замысел формы состоял в том, чтобы она почитала душу и работала с ней в гармонии и единстве, в целях эволюции. Однако, формы рабов не были гармоничными с начала их создания. Они имели внутренний диссонанс, обусловленный смешением двух нерезонансных клеточных структур и ДНК. В долгом пути существования, диссонанс внутри формы привел к возникновению негармоничного и противоречивого общества. Ану обучали рабов высвобождать свою диссонирующую, воинственную, агрессивную по отношению друг к другу настроенность в спортивных состязаниях. Вот почему развивались олимпийские спортивные соревнования, атлетические виды спорта, а также различные спортивные игры. Они были развиты, чтобы давать рабам внешний выход их собственного насилия таким способом, который не повлек бы за собой войн. Белые боги становились все более диссонирующими с Вишну и Яхве в своих непрерывных реалиях с рабами, и во многом уподобляясь самим рабам. К сожалению, ложные боги не вымещали свой диссонанс в спортивных состязаниях. Вместо этого, между ними всецело развивалась внешне проявленная война. Война происходила за пространство сновидения. Вишну и Яхве желали сверх меры разводить своих рабов, вызывая у них неконтролируемое воспроизводство с тем, чтобы получать больше жизненной энергии, а затем создавать больше и больше воздушных храмов, удерживая господство над другими белыми ложными богами. Какое-то время такая тактика срабатывала, но вскоре их сновидение стало вторгаться в пределы сновидений других красных ложных богов, которые ответным образом и с той же целью увеличили рост населения людей красных народов. Красные ложные боги не любили Вишну и Яхве вместе с их рабами, которых из-за урезанного генетического материала рассматривали как недоразвитых, которые переполнили землю, или сновидения красных ложных богов. В ту пору, война между Вишну, Яхве и белыми ложными богами плавно перешла в войну между Вишну, Яхве и красными ложными богами. На сей раз, Вишну и Яхве встали в один ряд с белыми ложными богами и примкнули к ним. Совместно они решили создать грезу, в которой красные ложные боги потеряли бы свое господство. Эта греза потенциально привела к разрушению ледяных щитов, построенных сириусянцами, приводя к обширным океанам и окружающим Землю водным путям, в которых затонуло огромное число людей красного народа и рабов Ану. После того, как погибли миллиарды людей красного населения, сновидение красных ложных богов сильно ослабилось и было стиснено белыми ложными богами вместе с Вишну и Яхве. Рабы не имели предрасположенности селиться в постоянно пребывающих в тумане глубоких долинах и ущельях, тогда как люди красного народа в большинстве проживали именно в таких местах, поэтому в больших наводнениях рабов утонуло гораздо меньше, чем людей красного народа. Семейство Ану также стояло за причиной разрушения ледяных щитов, то есть в своих действиях на физическом плане, они осуществили грезу разрушения таковых. В результате крупной сделки громадные кристаллы величиной с 10-этажные здания были проданы Ориону за немалые суммы плеядианского капитала. К сожалению, им было неведомо, что данные кристаллы и есть те самые структуры, которые удерживали в атмосфере ледяные щиты. Последние рухнули в течение 8 дней после того, как кристаллы удалились с Земли. Последствия разрушения щитов вели не только к формированию ваших океанов, но также и к завышенному уровню радиации и электрическим штормам на поверхности Земли, что разрушительно влияло на все существующие виды.
а нануки не посчитали необходимым тратить свое время и расходы на восстановление ледяных щитов. Вместо этого, чтобы предохранить свою светлую кожу от сильной радиации, они временно перешли во внутреннюю землю. Рабы и выжившие люди красного народа оставались на поверхности. Те, кто выжил, получали сильное облучение. В то время, люди красного народа перешли от продолжительности жизни в 800 лет, менее чем к 200 годам. Рабы резко понизились в продолжительности жизни от 500 к менее чем к 100 лет жизни. Были и те, кто, подобно Ану, оставил поверхность Земли и перебазировался во внутреннюю Землю. Некоторые люди предвидели Великий потоп и перебазировались во внутреннюю Землю прежде, чем он произошел. Воплощенные сейчас во внутренней Земле – это потомки тех, кто перемещался во время этого потопа, и многих других, что последовали за ними в другие периоды времени. Красные ложные боги получали от оставшихся на поверхности красных людей все меньшее количество жизненной энергии, так как вследствие подверженности высокой радиации у них начал убывать генетический материал, или другими словами, они испытывали падение сознания. Поэтому, на какое-то время, красные боги больше заинтересовались человечеством внутренней Земли, соответственно оставляя людей на поверхности Земли под юрисдикцию белых ложных богов вместе с Вишну и Яхве.